Приветствую, ребят! Это третья серия про гольф, про этого гадкого утенка. Сразу можете написать в комментах, а почему так поздно? Предыдущее было в сентябре-октябре, а сейчас уже январь. Так, кстати, с Новым годом вас наступившим, с Рождеством, удачи, счастья вам в Новом году. Пусть все ваши планы реализуются. Почему поздно? Потому что я хотел на ней покататься, хотя это не основная моя машина, основная это Mitsubishi и Audi, постоянно стоит. И я хотел, изредка на ней выезжал, катался, выявить все недостатки, все проблемы. И насчет кузова, где что полезет после покраски. Потому что самое главное было, это перекрасить весь кузов. Машина была полностью переварена, как я говорил в предыдущих видео, обработана. Но нужен был косметический ремонт, покрасить ее в один цвет. Кстати, по кузову важные вещи. В доказательство того, что действительно живая нормально. Вот здесь все целое. Вот в B4 у меня тоже было все целое здесь. Один жучок, я его тогда сделал, обработал. В B4 было все отлично. А в B3 моем здесь уже по периметру все сгнило. Я хотел эту часть переварить, но живой не нашел. И чем хороши гольфы? На сайте ребят, которые делают штампованные крылья на них, пороги штампуют, даже вот научились даже делать пол. То есть пол, где ноги пассажира либо водителя две эти половины. То есть вот здесь на вертикаль и протяженность пола до заднего стакана здесь. Уже штампованный пол можно купить. Обе стороны и переварить днище, пороги, все нормально. То есть штампованным уже, не кусками-латками, а полноценный пол можно варить. И именно на гольфы больше всего вот этих вещей есть. То есть лег вот эта вот часть, вот где-то отсюда вот эта часть попадает, где-то вот такие даже штамповки есть на люк бензобака, уже даже пол. То есть ассортимент именно на гольфы самый расширенный. Почему? И есть смысл ездить на них и их восстанавливать, потому что даже вот кузовные элементы больше всего штампуются на них. Ну и самое главное, это было ее перекрасить. Я ее для начала обработал. Ну что, машина стала выглядеть еще хуже, но это на начальном этапе, потому что вот обработал где-то открытые участки, где-то до металла было стерто, где-то ржавчина, жуки, вот под лобовым, над лобовым, все такие проблемные места позачищал и обработал. Вот голый металл, виден металл. Сейчас вот другая сторона, зачистил, в общем, голые участки металла, зачистил ржавчину, обработал, и сейчас будем грунтовать и красить автомобиль. Вот проблемные места, которые я сразу видел на этом, она была переварена, обработана, делать ничего не надо было, как я уже рассказывал в прошлых видео, просто перекрасить. В процессе это для ориентира, чтобы загнать зеркало в последнюю очередь заклею. А так уже все заклеено, зачищено, ручкой уже все окончательно поснимал, фонари снял, все, и на фонарь снял, все уже, двери заклеены, ну водительскую не заклеил для ориентира. Все, последние кадры гадкого утенка. И машинка сейчас будет краситься. А тем временем с гольфом все хорошо. Вот покрашен 2 слоя, сейчас еще будет слой, потом уже лаком. Все ништяк, машинка преображается. Красавчик, просто красавчик. Теперь она вся в белом цвете. И, кстати, цвет тойотовский, Toyota 040. Поэтому, это, кстати, та Toyota, которую я снимал. Поэтому теперь уже и VAG, и Toyota, двойная машина, что цвет тойотовский. Ну, цвет очень красивый, классный. И самое главное то, что он всегда был в наличии. Всегда начали по аналогам, по VAG подбирать. Я говорю, давай любой мне белый цвет. Я не заморачиваюсь, сразу купил литр. Кстати, литра хватило за глаза краски. Потом много тратиться не надо, опять же, плюс ее габариты. И все классно получилось. Единственный вопрос был, это в молдингах. У меня есть идея просверлить отверстия под заводские молдинги рестовые и нацепить на нее все рестовые молдинги. Потому что задняя левая дверь менена, что-то родная сгнила. А так на молдингах будет красиво смотреться. Я вот что придумал. Поскольку у меня вот здесь, получается, были дорестовые молдинги, такие не приклеиваются, вот прекрасно видно на крыле вот переднем. Вот. Эти, они мне не нравятся, они некрасивые. Я вот что придумал. Вот рестовая Jetta. У нее двери по форме такие же. Тут проблемы с порогами, с дверями, это не важно. Но здесь уже нарестовое, вот широкое стекло в ней.
Просверлить такие же отверстия. Клипсы такие же, как в B3. У меня даже где-то в гараже остались. Можно просверлить и те же клипсы вставить. Вот просверлить такие же отверстия. Купить молдинги, просверлить отверстия. Вот здесь насверлить отверстие на дверях, там на крыле. И рестовые молдинги установить, и все. Даже если дверь потом сгнет, потому что она у меня дорестовая, насколько вы знаете. Потом двери поменял, молдинги те же поставил, и все. Кто-то из вас может сказать: так поменяй передние двери, сделай рестовую машину. Так-то оно так, но хорошие двери на эту машину стоят по $150 и выше, в отличном состоянии, чтобы просто перекрасить цвет и поставить, не возиться с ней. А машина, я спешу напомнить, стоила целиком 650. То есть поменять две двери — это уже половина стоимости автомобиля. Как-то неинтересно, и тюнинговать я ее не хочу, если честно. В общем, при подготовке к зиме, естественно, заменил охлаждайку, заменил масло, ну, омывайки долил, куда же без нее. По колодкам, ручнику все работает, все горит. Единственное, купил еще несколько себе лампочек на стопаке, на поворотнике, вот это все. Джентльменский набор, так скажем. Автомобиль мало того, что ВАГ и Toyota, он еще и ВАЗ, потому что здесь стоит карбюратор от ВАЗа. Но неплохо машина едет, вообще мне нравится. И прогрев, греется хорошо, печка греет, все здесь работает. Обогрев заднего стекла работает, поворотники, фары дополнительно, все горит, все работает, поворотники включаются дополнительно, все, магнитола работает, все хорошо, омыватель работает, дворники всех режимов, все работает, все отлично, блин, я же сам охренел. Она прошла сама техосмотр. Я ее загнал на СТО, посмотреть ходовую, сделал сход-развал. Ходовая вся целая, все с ней нормально, ничего не разбито, блин, резину не жрет. Поэтому сзади у меня уже белка стоит. Я сначала заднюю резину поставил, потому что задняя была вообще ушлепанская. И разный рисунок еще. И машину не стал уже швырять, заднюю часть, потому что когда октябрь-ноябрь начались дожди, зад машину уже носила. Поставил новую резину, все, машина уже едет нормально. Проверил ходовую, все целое, все не разбито, резину не жрет, старую ту. Все, после этого поставил новую. Спереди кардиан, сзади белка. Купил сразу две шины. 175 на 70 R13 белки, ну, которые ей положены 100 рублей грубо. А там 98-99, ну, грубо 100 рублей один баллон. Там три одинаковых, одна другая шина уже получается как внедорожная. Видимо, или съела без ход-развала, или что. Три нормальные. Короче, одна будет на запаске, две пока новые наперед. Там посмотрим. Сначала сделал сход-развал. Ну, потиху доводим машину до ума и готовим к зиме одновременно. Купил уже шины наперед. Сзади стоит белка. Здесь будет спереди уже кардиант. Ну все, гольф переобули. Сзади белшина, спереди кардиант. На новых тапках все хорошо с гольфом. По ходовой, вся ходовая целая, жива, ничего делать не надо. Сделал сход-развал. Машинка все больше и больше радует. Так что аргумент, как первый автомобиль, очень хорошо подходит. Ну и так помощник, техничка тоже хорошо с этой ролью справляется. Достаточно бюджетный вариант по цене, то есть, ну и благо, что 13 колес тоже недорого стоит. Что машина полностью к зиме готова, все классно, никаких нареканий. Заводится, все нормально, все с машиной хорошо. Насчет карбюратора рекомендовали еще новый Solex поставить, только Solex это тоже 20% стоимости автомобиля. Я не вижу смысла, там ничего не подтекает, ничего не течет, не подтекает, не плюется, не выветривается, не проветривается. Все с машиной хорошо. Как бы это ни звучало фантастически для 37-летнего автомобиля, но это факт. Подвеска вся живая, все нормально, все с машиной хорошо. Единственное, лопнул тросик сцепления, я его поменял, он новый, а так никаких проблем с машиной не было. Еще по кузову преимущества, я рад, что он обклеен шумкой. Чуть потише, покомфортнее в машине. И она была в очень хороших руках, потому что действительно все уплотнители нигде не порваны, нету таких вот безответственных, скажем так, поступков к тому, что, как на лайв-канале я показывал. Кстати, подписывайтесь на мой лайв-канал, на канал Телеги, там вся эксклюзивная информация. Я вот смотрел BMW, но она еще не вышла, потому что она еще висит в продаже. И переднее сиденье как ножом порезано, я не знаю, что нужно делать, но здесь такого нигде нету. Из торпеды еще нигде ничего не сломано.
Поэтому примерно, если все брать, машину нужно было только перекрасить, я ничего не шпаклевал, не варил, не резал, не пилил. Поэтому материал только краска и грунтовка, ну лак, естественно, преобразователь, ну антикор, что я проблемные места замазал сразу на ней. Вот масло, охлаждайка, все если посчитать, ну примерно она 650 стала, ну где-то 800-820 долларов это полная окончательная цена ремонта этой машины. То есть за 800 долларов до 1000 долларов получаешь хороший, надежный автомобиль, помощника такого хорошего, который зимой заводится, не подводит, только бензин заливаю на изи. Все. Расход примерно где-то десятка. Но образно я не засекал, не заморачивался на этом, потому что это не основная машина, я не езжу на ней каждый день. Но когда надо, подхожу, она всегда заводится, то есть не подводит. Наездил на ней примерно уже 2000 километров. Также мне с продажи машины отдали мухобойку, которую я успешно повесил на капот, но она уже покрасивше смотрится. Поэтому как-то так. Ну, конечно, по недостаткам. Недостаток это то, что она обманула меня. В том плане, что комфорт все-таки в Audi получше. В Audi Mitsubishi комфорта больше, да. Но надо сказать, то, что на ней тоже достаточно мягко, комфортно ехать. И печка греет хорошо. Это преимущество, конечно, бензина перед теми дизелями, потому что те дизеля еще старые тарахтели и грелись плохо. B4 TDI уже более-менее греется, но все равно плохо греется. Уже после 2000 года уже дизель зимой, скажем так, удовлетворяет. Он нормально прогревается. Ну, разумеется, у вас должен быть в порядке термостат, а не гонять постоянно по большому кругу. И вы тоже замерзнете в такой машине. Ну и с самой печкой совсем должно быть все исправно. А так уже дизеля после 2000 греется хорошо. Поэтому здесь минуса в этом нету. Ну и дофига комфорта уже до 1000 долларов надо тоже совесть иметь. Ну и недостаток по кузову. Единственное, где режня полезла, вот я на ней езжу, уже было и соль, и первые заморозки, и гололеды. Уже все движется к середине января время. То есть за это время, за 2 месяца вылезли только на переднем левом крыле режня и низ водительской двери. Правая сторона вообще вся чистая, ничего здесь нету в плане коррозии. Днище переварено, обработано, пороги, все это сделано, все класс по силовухе. И меня это не смущает, потому что, опять же, как я говорил, штамповки хватает. Есть штамповка на водительские двери, там примерно 10 сантиметров. Снаружи, с внутренней стороны, это ниже дверной карты. Можно купить штамповку, вырезать свою, варить ремкомплект, и все нормально. Крыло это вообще не проблема. Это не задняя арка, которую нужно резать. Тут открутил, выкинул нафиг, прикрутил другую. Но та режня, она еще на металле, который на тех гольфах, она еще будет 5 лет коррозировать, пока тут сквозная коррозия пойдет. Но это тоже легко все лечится, поэтому это не смущает. Я реально доволен машиной. Она не сгнила, блин, прям за пару месяцев, что реально живой, классный гольфец. Мне он очень нравится. Ну вот и все по ней. Вы можете спросить смысл этих серий видео. Смысл прост. Я решил купить себе подопытного кролика, игрушку, потому что мне были бы 3-й, B4, и мне снова тянуло в эти вот дешевые машины, покопаться хотелось игрушку такую. И цель какая? Что действительно есть еще варианты относительно живые, на которых еще можно ездить. И если ты молодой водитель, ты не знаешь, что летний асфальт отличается от зимнего гололеда, то чтобы свои шишки, коленки поразбивать в образном смысле, чтобы получить опыт, можно найти такой живой экземпляр. Он дешевый, до 1000 долларов. Да, понятно, я с более дорогого автомобиля начинал, большинство людей начинают с более дорогого, но у всех свои финансовые возможности. И с этого автомобиля тебе можно начать, потому что, как я уже сказал, кузовных элементов, их тупо много, это уже плюс на бушке, на вторичке. Стоят они до 1000 долларов, и цена твоих ошибок будет минимальна. А дальше ты поймешь на нем, научишься обращаться с автомобилем, и ты поймешь, что тебе нужно от автомобиля, и что ты хочешь в будущем. Гонять, либо безопасно, бюджетно ездить, просто передвигаться. На этом все. Дальнейшая история этой машины, не знаю, скорее всего, она пойдет в продажу, потому что, как я уже сказал, цена и на двери, и все кузовные элементы, ну, нету смысла топить ее в 3-4 стоимости таких же. Тем более, есть автомобиль по сравнению поинтереснее мне самому.
Так что я пока еще не решил. Оставить дизеля, как я менял коробку на V4, чтобы крейсерская скорость увеличилась, потом чипануть хотел, чтобы быстрее ехала. Это все как-то ушло, но и это уже неинтересно. Да и много раз это было. Ну и смысла, честно говоря, не вижу. Лучше купить более современный автомобиль с этими уже узлами, агрегатами и просто его чипануть. Это будет правильнее, рациональней, да и безопаснее, когда вы будете лететь уже под 150 на нем. Это, честно говоря, опасно. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты. Счастливо!